Привет, друзья! Хочется сказать, ну наконец-то я сделал паяльный фен. А дело в том, что до этого я экспериментировал с разными нагревателями, трубками, корпусами. Вы можете видеть фрагменты видео проделанной работы. Пытался сделать фен из плойки, но там очень тонкая проволочка, и она не подошла. Пытался сделать 12-вольтовый фен, но больше 120 градусов он не выдавал. Мотал нехромовые спирали, подбирал сопротивление, короче, работа проделана большая. И вот наконец мне удалось сделать паяльный фен из фена для волос. Добыл я фен для волос, разобрал его. От родного вентилятора пришлось отказаться, так как он создает слишком сильный воздушный поток, отчего при пайке все радиодетали могут разлететься. Решил проверить, выдержит ли корпус фена нужную температуру, чтобы не заморачивать с изготовлением корпуса. Разобрав нагреватель, я увидел там термостат. Он будет препятствовать нагреву спирали до нужной мне температуры в процессе работы. Поэтому я поставил перемычку из медной проволоки, что будет препятствовать отключению нагревателя во время работы. Чтобы разместить кулер на фен, я изготовил специальную площадку с куском трубки. Трубку подобрал, чтобы садилась плотно. На переднюю часть я изготовил сопло с узким горлышком, через которое будет подаваться горячий воздух. Зашлифовал наждачкой корпус фена, так как сопло не хотело садиться на фен. Питание решил оставить как и было, только пришлось прикрепить держатель сбоку. Что ж, настало время проверки. Тест показал, что кулер дует с сильным потоком воздуха. Для его регулировки устанавливаю понижающий преобразователь на питание кулера. Такой вот китайский DC-DC преобразователь, который будет понижать 12 вольт. Припаял коннектор прям к преобразователю для большего удобства, чтобы ничего не болталось. И снова проверка на работоспособность фена, теперь с регулировкой потока воздуха. Корпус начал нагреваться после снижения потока воздуха, а температура все выше и выше. На видео не видно, но фен начал дымить. Поэтому эксперимент я прекратил, чтобы ничего случайно не коротнуло и не сгорело. После остывания фена я снял сопло и понял, что материал корпуса не предназначен для таких температур. Корпус начал нагреваться, притронуться там уже пальцем не было возможным. Думаю, он плавится. Температура на выходе около 300 градусов. Вот и результат 5-минутной работы фена.
И тут Остапа понесло. За полчаса сварганил на коленке корпус. Не суди строго, уважаемый зритель, просто после стольких неудач я увидел настоящий результат моих стараний и хотел поскорее довести дело до логического конца. Все та же трубка, площадка для кулера и сопло, но только сварены воедино. Снова фарширую внутренностями, впаиваю и припаиваю провода, чтобы просунуть их в отверстия. Вырезаю прокладки под кулер для плотного прилегания к корпусу. И вперед снова тестить. Все соединил как было и начинаем тест. Включаю. На видео не видно, но на 400 как пошел яд из трубы, помещение все в дыму. Короче, родной кнопке оттаяли контакты. Тоже оказалось не для паяльного фена. Регулировка перестала работать, из-за этого нагреватель работал на максимуме. Кнопка пришла в негодность. Из-за этого слишком большая температура и перегрев нагревателя. Добавление потока воздуха не охлаждало нагреватель внутри. Кнопку заменил на кнопку от обогревателя. У нее 3 положения. Проверив сопротивление, она является первый проводок 3 мегаома, второй и третий по 1 мегаому. На 0 припаял 3 мегаома, на 1 припаял 1 мегаом и на третий режим включаются оба по 1 мегаому. То есть задействован весь нагреватель. Теперь при включении в сеть фен сразу начинает греть. Может и недостаток, но вторую кнопку ставить не хотел. Регулировку потока воздуха в дальнейшем убрал, так как поток воздуха от кулера вполне приемлемый. Итак, и снова тест в нулевом режиме. Немножко обрежу, чтобы не ждать конечного результата. Итак, в нулевом режиме температура около 240 градусов, что не может не радовать. Режим номер 1. Включаю и проверяем.
Результат 350 градусов, и это не может не радовать, так как при такой температуре радиодетали уже появятся, имея в виду заводские платы. А это адовый режим. Режим номер 2 включается на максимум. Скажу сразу, доснемывать не смог, так как при 500 градусов снова повалил вонючий дым, и фен я отключил. Дым, скорее всего, из-за трубки, изолирующей переднюю часть нагревателя от корпуса. Она была в какой-то смазке, но все же спалить технику не хочется. И температура выше 400 градусов для такого паяльника не нужна. Чтобы не пекло пальчики, пока буду работать с феном, решил установить старый корпус фена, подшаманив его и подрезав где нужно. Получится такой вот держатель, с одной стороны не сходится пока затяну хомутиком. Все, чтобы поскорее проверить, как работает сие чудо. Итак, тест. На первой скорости, как вы помните, это около 240 градусов. Выпаиваться не хочет. Включаю вторую. И вуаля! Фен справляется со своей работой. А тебе, уважаемый зритель, спасибо за просмотр. Если возникли вопросы, спрашивай. Всегда готов ответить. И до новых встреч на канале.